Хейо, доброе утро, ты на неустановленном канале. Сейчас я иду по тихой улочке поселка Кирилловская. Со мной вот сегодня Роман. Соня. А то, как мы здесь оказались и почему мы такие грязные, ты сейчас увидишь. Северная Купчино, 12 часов ночи. Что, казалось бы, тут можно делать? Например, ехать на ТХ на автобусе. Огонь. Всем привет! Вы на канале Неустановленное лицо, и сегодня мы цепляем ТХ на север. Давай, давай, давай! И сегодня у нас угольные полувагоны под тепловозом. Да, а пока что все дружненько пригнулись. У нас тут локомотив. Как говорили великие классики, ветер в харю, я еду далеко и надолго. Потому что в Питере душно, нам в целом скучно. Летние ночи теплые, луна вон еще какая. А вот это вот уже наша любимая Глухоозерская, откуда мы раньше цепляли чаще, чем со всех остальных мест, потому что здесь перед мостом состав постоянно притормаживает, собственно, как и сейчас. Но сегодня мы решили стартануть с сортировочной немного ранее. Собственно, вот шаблонный перегон мы пока проехали. Финляндский железнодорожный мост. Опять я его уже и днем, и утром, и по темноте, и по светлоте проезжал. Сейчас подъезжаем к Ладожскому вокзалу и посмотрим, встанем ли мы там. Дальневосточный проспект, и лучше кайфа нет. У нас тем временем уже 1:30. И начинает потихоньку светать в Петербурге. А мы еще даже из города не выехали. А вот и Ладожский вокзал, давно в нем не бывал. Сколько раз я здесь цеплял, все время мы ехали на север. Сейчас хоба, и мы едем на восток. Ну что ж, я приятно удивлен данному факту. По этой направе реально никогда не гонял и очень хотелось, но я не знал просто откуда и что цеплять. А тут оно, вот оно как все само и получилось. Хотели на север, уехали на восток. Еще с погодой нам прям вообще фартануло. Лютый душняк, такой прохладный ветерок. И прям в одной футболке кайф. Да. Вот этот поворот, сказал я себе второй раз. Мы через Заневку выезжаем в северное направление, а там уже куда судьба повернет нас, на Кушелевку или на Полюстрово-Девяткино. Вот это мне уже реально самому интересно. Я первый раз такими объездами катаюсь. У нас сегодня обзорная экскурсия по окраинам Петербурга. Я очень удивлен такому маршруту. Мы реально едем по самой окраине, по самой неочевидной окраине. Я уже думал, сейчас на Всеволожск пойдем, а потом вспомнил, что там прямого соединения нету. Ну и вот, проезжая сквозь Ржевский лесопарк, мы еще будем выворачивать на станцию Ржевка. Там снова встанет вопрос поворота. Случится вот это поворот, и мы поедем в сторону Девяткина и на север, или мы погоним прямо через Кушелевку и в сторону Выборга. Вот мне сейчас это больше всего интересует. А еще больше мне хочется, чтобы мы не останавливались в городе, а ехали без остановок. Потому что на Кушелевке стоять вообще не очень, а в Полюстрово, ну, так себе.
Ну, это прикольно, когда в городе есть вот такие вот места, где можно просто посреди леса, грубо говоря, ехать. Там вон бывшая направо прямая, ее уже разобрали, а мы сейчас будем разворачиваться обратно в город. Это, собственно, вот, ненадолго мы выехали в закат. Буквально на чуть-чуть мы покидаем Санкт-Петербург, проехали под КАДом. И чуть далее мы заедем в него снова. Станция Ржевка. И вот не прошло и минуты, мы снова возвращаемся в Петербург, снова заезжаем под КАД. Пока все идет очень даже хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, мы проехали Ржевку транзитом. Теперь надо также на Пискаревке и Кушелевке, либо Полюстрово. Второй ЖД мост на нашем пути, мост через Охту, а вон там вот мосты КАДа через Охту. Вот, мы все так же в лайтовом режиме катимся вокруг города. Да, все-таки вот этот поворот случился. Мы едем на Девяткино. Если сейчас в ручьях не встанем, а судя по всему не должны путешествовать. Прекрасно. Мы проехали ручьи транзитом. Сегодня прям все станции проезжают с транзитом. Это радует. Но очень медленно. Сейчас потихоньку набираем ход уже. Впереди Девяткино, Мурино. И, по сути, с города мы выйдем без остановок. Но вот интересно, докуда? Потому что мы с самой сортировки на тепловозе, а обычно составы идут до Кузнечного на электровозах, чтобы там поменяться уже на тепловоза. А мы уже загружены углем, уже с тепловозом. Я вот даже не знаю, Карелия, что ли, жди нас. Блин, ребятам завтра в 10 утра на работу, точнее уже сегодня через 8 часов им надо быть в Питере на работе, а они только из него выезжают. Выбор, мазафака! Короче, произошел третий вот это поворот, где они никогда не сворачивают, он все-таки свернул. Состав, а Выборг. Просто что? Обзорная экскурсия вокруг Питера. Сортировочная. Такая херня обычно происходит на обратном пути, но сейчас это только на пути туда. Я просто Нет, в этом видео нет матов. Я преисполнился положительными эмоциями и удивлением. Потихонечку мы приближаемся уже к станции Парнас. Там он виден путепровод на проспекте Культуры и вот эти все человейники уже. Все, прибыли на Парнас. Здесь состав решил встать под красный. Неизвестно насколько, поэтому решили вылезти на всякий случай. Посмотрим. По траве иди. Ну вот, на Парнасе постояли буквально несколько минут. Я сделал себе дозу инсулина и гоним дальше. Хотя бы лестница есть. Я предлагаю в этот перебраться, он пустой, но там лестница лучше. Либо можно еще тот глянуть. Уже начинаем выезжать реально из города. Сейчас подыскиваем полувагон получше. А лестницы? Что, как тебе первый раз? Один раз не раз, как говорится. Есть, конечно, немного обиды в этом
этом всем то, что мы едем не к рассвету, а вдоль него и от него. Но, впрочем, ладно. Как говорится, в перерыве между экскурсиями можно себя побаловать. Потихоньку с однопуточки мы подваливаем к главному Выборгскому входу, который и приведет нас непосредственно в Выборг. Но для начала надо проехать Парголово. Тут какие-то растянутые очень мешки здесь, у меня нога еле дотягивается. Обычно я в упор прям ставлю. Палево, палево! Скорее всего, нас срисовали. Ну, если она нас не увидела, то она слепая. Она вроде нас увидела, но когда я проезжал мимо нее, она смотрела куда-то в сторону. Бешено промчали Левашова, вроде даже спалились, но пока непонятно. А, собственно, погода все такая же теплая, ветер охлаждает, душноты нету, инсулин работает, ребята вроде в восторге, так что гоним. Вот так вот плавно мы подъезжаем к западному скоростному диаметру. Здесь уже рассвет вовсю горит, правда из-за леса его не видно. А мы прям топим, будь здоров. С погодой нам вообще огонь повезло. А здесь же что-то сбавляем, непонятно. Что случилось, дорогой? Подбавь-ка газу. Въезжаем в Белоостров и почему-то по встречному пути, непонятно зачем. Главное на черта. Рассветик сегодня такой, глазами более-менее норм. Но ожидалось, конечно, круче. Добро пожаловать в Зеленогорск. Мы меняем встречку наконец-таки на правильный путь. И я надеюсь, мы пройдем транзитом. Едем таки до Выборга. Там голый машинист был.
Все, без алкоголя, без мата. Только еще сигарету убрать и вообще прям здоровый трэп-хоп. Рощино, следующая остановка, неизвестно. Соня, ты когда-нибудь была в Рощино? Ты когда-нибудь была в Рощино? Нет. И теперь не побываешь. Вот и еще раз спалились на переезде. Зарядки с утра у нормальных людей. Зарядки с утра у... Тоже немного есть. Но это прям вообще много. Подъезжаем к Кирилловскому, и что-то поезд так замедлился, что мы, наверное, сойдем. Давай, да. Шоня, живее, платформа. Давай, успевай. Нормально. Ну, короче, я там увидел Левохрад, поэтому решили подъебнуть. На всякий случай. А дабы не переводить влажные салфетки зря, оставить их, например, на коричневый опасный случай, вот, мы решили дойти до местного небольшого озера, по-моему, даже оно так и называется, Кирилловское, и отмыться ледяной водой. Надеюсь, она там нормальная. Будь здоров. Правда, вот он там корону подхватил. От страха. Собственно, вот такие вот чистюли довольные мы доехали до Кирилловского. Она ходила в индивидуальный туалет под названием «Кусты». А мы сейчас будем отмываться, чиститься и думать, что делать дальше. Вот так вот грязные молодые люди стали чистее этой воды. Правда, тут комары жрут. Ну так, неплохо, в принципе. Нет ничего прекраснее на свете, чем приехать в отдаленные уголки России и помыться. Сегодня прям день первооткрывателя. Она первый раз, в принципе, на ТХ сегодня каталась. Рома тоже сегодня, в принципе, на ТХ первый раз катался. Я сегодня катался первый раз на ТХ по таким окраинам Питера и трезвым при этом. Кенджи, к тому же, лишил нас двоих ТХшной девственности. И угольной, я думаю, тоже. Вы загорели угольной промышленностью. Да там против солнца не особо видно, но... Короче, у него на жопе там БЛМ, можно сказать. Как тебе? Мне понравилось, с ветерком покатались. Это лучше, чем душняк в Питере. Зачет. Ставлю класс. Солидарен. Спасибо за компанию. Спасибо, что позвал. Ура, ура. Зови еще. Ну все, круто. Хэштег позвали. Скажи это Роскомнадзору. Ну вот такой вот Invisible Sun. Станция Кирилловская. Сталинская еще построечка. Кстати, смотрите, какой удобный звоночек есть.
Так вот, и где-то тут ходил один одинокий вохор. И где же он теперь? А мы сейчас попробуем дойти до трассы и поехать дальше. Ибо не дело застревать в отдаленных местах в раннем утре. Обязательный атрибут любых отдаленных мест России – я жопа населенный пункт. Здесь она тоже присутствует. Это самое странное устройство колонки, которое я видел. Просто что? Прикольно. Давай, раскачай эту тусовку. Деревенский флекс. Вот он рассвет, выход есть. Пошли-ка на трассу. Ну погнали. Не прошло и 5 минут, мы идем, первая машина мимо нас проезжает, мы такие типа, ну что, попробуем? В итоге не попробовали, но она проезжает, и на нас тут водитель смотрит просто вот примерно, да, вот так вот вопрошает, типа, что за нафиг? Наверное, дело в этом рюкзаке. Да не может быть. Ну да, он же таким продавался. Ну, посмотрим, что со второй попытки у нас получится. Ты реально как будто опечален, типа, что обратно не на ТХ, либо люто упорот. А до выборка не подкинете случайно? А может в Питер? Может быть. Сразу, ну, как сами хотите. Погнали? Ну, го. Я считаю, это лучший фон для того, чтобы записать концовочку этого видео. Она смогла заступить лучший из вариантов, прям из окраин нашей страны, в центр города, откуда мы стартанули. Кстати. Да, ну это у тебя. Вот. Так что я считаю, топчик катнули. Такой атмосферный заезд получился. Еще даже угольные намеки остались. Вот, ребята вроде тоже довольны, не сдохли, и ладно, как-нибудь в другой раз. А у нас через сутки алые паруса. Увидимся там. Да, реально. Побей говно. Пил, я тоже хочу. Вы могли подумать, что я испытываю некоторое недовольство, но нет. Мы просто снова вернулись в духоту! Верните меня на поле. Духаст! Духота!